Всем привет! Меня зовут Артем, и вы на канале Коптим вместе. Сегодня я хочу вам показать и рассказать, как я буду коптить и варить вот эту прекрасную грудиночку. Что мне для этого потребуется и как я это буду делать, смотрите в нашем сегодняшнем ролике и не перематывайте. Наше видео будет разбито на несколько частей, на несколько этапов, а точнее на 5. Первым этапом мы замаринуем наше мясо. Вторым этапом мы его будем варить. Третьим этапом мы его подсушим, подвялим. Четвертым этапом мы его будем коптить. Ну и пятым этапом мы это все дело продегустируем. Для приготовления грудинки по моему рецепту, а рецепт наш будет сегодня именно варено-копченая грудиночка, нам потребуется сама грудинка. На моем столе ровно 1 килограмм. Далее соль поваренная 10 грамм, соль нитритная 10 грамм, сахар 5 грамм, чистая питьевая водичка 100 миллилитров, смесь перцев 3 грамма и свежайший чесночок я буду использовать 15 грамм. Хочу, чтобы было поядреней. Не будем терять времени и давайте приступим к первому этапу. Метод нашего сегодняшнего посола будет, как вы уже, я думаю, догадались, шприцевание. Для этого нам понадобится смешать 2 соли, сахар и приготовить посолочную смесь. Добавляем в воду нашу соль. Берем нитритную соль, добавляем сахар. Теперь следует нам тщательно размешать нашу посолочную смесь. Необходимо размешивать до полного растворения всех ингредиентов. Нитритно-посолочная смесь готова. Наши ингредиенты полностью растворились в воде. Теперь приступим к приготовлению обсыпки для нашего мяса. Для приготовления обсыпки для нашего мяса нам потребуется перчик, точнее смесь перцев. У меня здесь белый, черный, розовый и зеленые перчики. Теперь мы возьмем ступку, пересыпаем и размельчим как можно тщательней. Тогда наш перчик отдаст весь свой аромат. Отлично, перчик наш превратился практически в муку. Этого я и добивался. Друзья мои, ну аромат просто непередаваемый. Представьте, свежайший дробленый перчик. Красота. Теперь отставляем его в стороночку ненадолго и займемся чесночком. Чеснок я просто натру на этой мини-терочке. Почему натру? Да потому что чесночок так больше отдаст своего аромата. Отлично, чесночок натерли. Ну блин, ну аромат шикарный. Друзья мои, ну кто из вас не любит чеснок, скажите? Да я думаю, нет таких. Чеснок, мяско, перчик. Отличное сочетание. Обсыпку для мяса я подготовил. Ароматы, друзья мои, здесь в студии просто обалденные, непередаваемые. Теперь мы берем наш шприц и начинаем процесс шприцевания и посолки нашего мяса. Делайте как можно больше проколов, чтобы мясо ваше равномерно и полноценно просолилось. Постарайтесь, чтобы весь рассол полностью вошел в мясо. Если же это не получится, ничего страшного абсолютно. То, что не войдет в наш кусок, мы просто перельем в наш пакетик. Но это вы увидите дальше. Мясо мы нашприцевали. Теперь обсыпем его смесью наших дробленых перцев. Обсыпаем со всех сторон, чтобы специи полноценно распределились по всему куску. Натерли мы наше мяско смесью перцев. Теперь натрем его как следует чесночком. Прям вот не жалея будем втирать в наш кусочек.
готово. Теперь мы наш кусочек поместим в вакуумный пакет. И он будет именно мариноваться в вакуумном пакете. Друзья мои, у кого нет вакуумного пакета, вакуумного упаковщика, не отчаивайтесь. Вы можете завернуть также этот кусочек грудиночки в обычную пищевую стрейч-пленку и убрать в холодильник. Помещаем нашу грудиночку в вакуумный пакет. И теперь всю ту посолочную смесь, которая не вошла в мясо, мы смело выливаем в вакуумный пакет. Сейчас я завакуумирую и включимся. Ребятки, чуть не забыл вам кое-что важное сказать. Варить наше мясо мы будем по технологии су-вид. Что это и как это, я чуть позже вам расскажу. Мне периодически в комментариях задают такие вопросы. Как измерить температуру в куске мяса, не нарушая целостность вакуумной упаковки? Друзья мои, я придумал такое решение. Я сразу вставлю термощуп в наш кусочек мяса и потом уже завакуумирую. И нам уже не придется нарушать целостность нашей вакуумной упаковки. Кстати, этот прекрасный итальянский термощуп подарил мне мой друг Сергей. Серега, привет, спасибо большое. Подарил ты мне надежного друга и соратника по копченому делу. Всегда выручает, поэтому спасибо, дружище. А мы тем временем начинаем вакуумировать наше мясо. Мяско наше завакуумировал. Теперь мы отправляем его на 3 суток в холодильник на просол. Не забываем, друзья мои, каждый день вытащите его из холодильника, намните и переверните другой стороной. Для чего? Для лучшего распределения соли и специй. Прошло у нас 3 суток, мясо мы достали из холодильника. Оно за это время, разумеется, полностью промариновалось, просолилось, специи проникли внутрь, вглубь нашего кусочка. Теперь мы его будем варить. Еще раз напомню, варить мы будем его по технологии су-вид. Мы будем использовать обычный погружной термостат. Мы его сейчас поместим в воду, заложим мясо в кастрюлю, настроим на нем температуру и будем варить. Мы помещаем наше мясо в кастрюлю с водой. Самое главное, чтобы вода полностью покрывала наш кусочек. Установил сразу погружной термостат. Теперь задаю ему следующие параметры. Выставляю на нем температуру в 70 градусов. И будем варить наше мясо до достижения тоже 70 градусов внутри куска. Сколько мне потребуется времени для варки, я скажу вам после того, как мы завершим этот процесс. Мясо наше сварилось. Как только, значит, температура воды достигла 70 градусов, я его варил 1 час 40 минут. За это время мясо наше полностью приготовилось, достигло внутри нужных нам значений, это 70 градусов. Теперь мы его вынимаем из вакуумной упаковки, промываем и будем готовить его к копчению. Друзья мои, аромат просто непередаваемый. Представляете, как раскрылся чеснок, специи. Честное слово, это просто восхитительно. Других слов даже не могу подобрать. Смоем все лишние специи. Ну, это у нас чеснок и перец с нашего кусочка мяса. И затем повесим его в сушильно-вялочную камеру подсушиться, подвялиться. Теперь мы берем крючок и одеваем наше мясо. Убираем его в сушильно-вялочную камеру на несколько часов. Самое главное, чтобы с нашей грудиночки истекла лишняя влага, она подсушилась, подвялилась. Ну, как бы, чтобы была полностью готова к копчению. Мясо наше подсушилось, подвялилось, полностью готово к копчению. Сушил я его порядка 3 часов. Не будем терять времени и идем в коптильню.
помещаем нашу грудиночку в коптильный шкаф. Коптить наше мясо мы будем холодным способом. А это значит, то, что температура у нас не должна превышать 25-27 градусов. По времени порядка 6 часов, я думаю, что более чем достаточно. Коптить мы будем на ольховой щепе. Я ее уже предварительно засыпал в дымогенератор. Теперь поджигаем и подаем дым в камеру. Дымогенератор запустили. Сейчас открою коптильню, посмотрю, поступает ли дым. Как мы видим, дым начал заполнять нашу камеру. Теперь мы ее закрываем и начинаем процесс копчения. Значит, по прошествии 6 часов я достану наш кусочек мяса, вывешу его немножечко проветриться, ну я думаю часиков на 8, наверное. Затем уберу его в холодильник для выравнивания вкуса, наверное часиков на 10 уберу. И затем включимся уже на дегустации. Для дегустации сегодняшнего нашего блюда, нашей грудиночки, я решил срезать немножечко свеженького лучка, который сам выращиваю в своей круглогодичной теплице. Несколько перьев срежем и пойдем пробовать, что же мы там наготовили. Мяско наше проветрилось, полежало в холодильничке, вкус выровнялся. Теперь мы его сейчас разрежем, посмотрим, какая у нас получилась серединка. Вот такая вот красота, друзья, у нас получилась. Срез, на мой взгляд, обалденный. Я бы сказал, шикарный. Хватит болтать, сервируем и пробуем. Вот, наконец-то мы и подошли к самому главному и вкусному этапу нашей съемки, нашего рецепта. Это дегустация. И для чистоты эксперимента к нам сегодня в гости приехал мой друг Михаил. Миш, проходи в кадр, давай вместе сейчас попробуем, что я тут наготовил. Всем здравствуйте. Так, смотри, сегодня грудиночка варено-копченая с 4 перцами и чесночком. Уже вкусно звучит. Да? Да. Теперь, я думаю, надо вкусно это дело попробовать. Да? Бери, дорогой друг, выбирай любой кусочек. Вот, молодец. Ох, чувствуется легкий аромат дымка. И чесночок, и перчик прямо на своем месте. Так, ну что ж, теперь давай с хлебушком попробуем. Я хочу с горчичкой. Обязательно, давай. Угу. Кстати, не забывай про лучок с грядочки. Ребята, это обалденно. Ну что скажешь, как тебе сие блюдо? Я хочу заметить, мой друг, с каждым разом у тебя мясо все лучше и лучше становится. Все прекрасно. Особенно яркие нотки чеснока. Это прям изюминка вот этого мяса получается. Вот. Самое главное, дым не перебил пряность и аромат чесночка и остроту перчика. Так, ну я думаю, надо еще нарезать, да, потому что, ну, тут... Нож вам в руки. Да, нож нам в руки. Грудиночку прекрасно будет в прикуску с борщом, да? Да. На бутербродик. А под рюмочку-то, что ж, рука зачесалась. Аж руки чешутся. Уже чешутся просто руки. Налить, да? Взять. Вот так вот. Шкурка получилась очень мягкая. Я просто ее не кушаю. А Миша, А я кушаю. как тебе? Шкурка? Да. Прекрасная. Очень вкусная шкурка. Ну, друзья мои, на этой вкусной ноте, на этой вкусно-мясной ноте мы, наверное, будем заканчивать наше видео нашими традиционными словами. Если вам понравилось наше видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте любые вопросы. И самое главное, давайте дружить вкусно, друзья мои. И забегайте на нашу страничку ВКонтакте и в Инстаграме. Ссылочки будут внизу. А мы будем наслаждаться.